Всем салют! В прошлом году 11-летняя история Владимира Тарасенко в Сент-Луисе подошла к концу. Настала новая эра, когда Тарасенко суждено менять клуб каждый год или даже чаще. Так что же происходит? Почему Тарасенко ушел сначала из Сент-Луиса, затем из стана Рейнджеров, а сейчас его сватают из Оттавы? Неужели его сильные черты, такие как бросок, умение сыграть цепко и жестко, дриблинг, куда-то улетучились, и Тарасенко стал резко никому не нужен? Именно в этом мы сейчас с вами и разберемся. Прошу вас поддержать этот канал подпиской и лайком, для нас это очень важно. Спасибо. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Владимир Тарасенко уехал в НХЛ в совсем юном возрасте и подписал контракт с Сент-Луис Блуз. С сезона 2012-13 и на протяжении следующих 11 лет Тарасенко был лидером блюзменов. Конечно, с перерывами на травмы, чем в последних сезонах особенно грешил Владимир. Сначала было все: исключительная игра, любовь болельщиков, уважение и благодарность от руководства. Но летом 2021 года ситуация стала накаляться. За два последних года, сезон 19-20 и 20-21, Тарасенко с учетом плей-офф сыграл лишь 42 игры в НХЛ, а затем мы узнали, что новосибирский форвард сам попросил обмен из клуба. В свою очередь, Сент-Луис даже не стал защищать своего звездного игрока от драфта расширения, когда в лигу пришел Сиэтл Кракен. Первая причина – Тарасенко не чувствовал поддержки от клуба, когда его с лета 2020 года вновь начало беспокоить плечо. Как говорили приближенные журналисты к клубу, врачи не уделили должного внимания Владимиру. Вторая причина – отсутствие капитанской нашивки. Агент игрока Алексей Дементьев после новости о том, что нашивка уходит к О'Райли, был очень зол. Владимир провел 8 ярких сезонов в команде, выходил играть на уколах с переломами и иными противопоказаниями, реально вел команду за собой. Все знают его лидерские качества на льду и в жизни. И данное решение дает нам свое понимание отношения руководства клуба к Владимиру. Затем другой местный журналист рассказал о том, что у Тарасенко есть проблемы с некоторыми игроками в раздевалке. Но никаких фактов и даже стоящих слухов не было. Поэтому это мы обсуждать не будем. Именно в связи с вышеуказанными причинами история русского танка в стане блюзменов получилась такой трагичной и, как мне кажется, все же незавершенной. И вот наступает вторая половина сезона 22-23. Отставание Сент-Луиса от зоны плей-офф 9 очков. И генеральному менеджеру Рейнджерс Крису Друри удалось провернуть обмен-блокбастер ради получения в свои ряды Владимира Тарасенко. За отведенное ему время во второй половине сезона 22-23 в Нью-Йорке Владимиру удалось провести 38 матчей и набрать 25 очков. Каковы же были итоги сезона? Вылет Рейнджеров в первом раунде от Девилс, 4 очка Тарасенко в 7 матчах и статус свободного агента для угасающей русской звезды. Вдобавок ко всему этому, еще большее непонимание будущего игрока, как со стороны Владимира, так и со стороны клубов, которые на него претендуют. Контракт с Нью-Йорк Рейнджерс истек, поэтому встал вопрос поиска нового клуба. Самыми активными оказались сенаторы, которые вышли на Владимира с неплохим предложением. Летом 2023 года Тарасенко заключил однолетний контракт с Оттавой на 5 миллионов в год. Оттава набирала силу. Владимир попал в компанию к Брэди Ткачуку, Тиму Штюцле и Клоду Жиру, трем форвардам, которые в прошлом сезоне выбили 79 плюс очков и 35 плюс шайб. За их спинами еще несколько прогрессирующих нападающих и доверху укомплектованная оборона во главе с элитным защитником Тома Шабо. Проект выглядел довольно интересно, явно с прицелом под плей-офф. Но еще перед началом сезона один известный хоккейный аналитик высказывал свое мнение, подразумевающее то, что при непопадании Оттавы в плей-офф Тарасенко будет обменен в дедлайн. В контракте Тарасенко включен пункт о полном запрете на обмен, но это не значит, что нападающий не может сменить команду перед дедлайном. Не исключено, что контракт с Оттавой Владимир не доработает и попросит трейд в клуб-претендент на Кубок Стэнли. Форвард несомненно мечтает о повторении успеха 2019 года с Сент-Луисом. В итоге сложилась примерно такая ситуация. Не все у русского танка идет по плану.
Сенаторс выступают плохо. В команде в декабре сменился тренер. Ти Джей Смит был отправлен в отставку. Первыми о том, что Тарасенко снова могут обменять, сообщило издание Ottawa Citizen. А затем эту информацию подтвердил журналист Sportsnet Адам Винген. Он назвал россиянина игроком, который не способен решать исходы матчей, а скорее дополняющим хоккеистом. В принципе, это логично, если Ottawa считает, что летом контракт с Владимиром продлевать не стоит. То самое время обменять его на дедлайне, например, на условные драфт-пики. Тарасенко сейчас играет в третьем звене, и довольно странно не ставить в топ-6 игрока с зарплатой в 5 миллионов. И это не потому, что новосибирец плох, просто изначально россиянин не слишком вписывался в состав Ottawa. Остается вопрос, найдется ли покупатель. В прошлом году Владимир здорово вписался в состав Рейнджерс, выглядел довольно неплохо, хоть и не помог команде пройти даже первый раунд. Но в качестве Джокера россиянин все еще остается хорошим вариантом. Теперь осталось дождаться информации о претендентах. Они должны появиться. Почему бы в дедлайн не перезапустить интерес Каролины, которая может договориться с условной Аризоной о частичном распределении контракта, чтобы сэкономить место в платежке? Такой трюк в прошлом сезоне проделали Рейнджерс, когда обменивали из Чикаго Патрика Кейна. Также я часто думаю о Бостоне. Они давно назывались претендентами на форварда. Стиль игры Тарасенко подходит той философии, которую в команде давно уважают. Плюсом Мишкам бы не помешал чистый снайпер в помощь Пастернаку. Ну и, конечно, было бы интересно во второй раз подряд посмотреть на Владимира в Рейнджерсе. После того, как Филипп Хитл попал в список травмированных, у команды есть место под потолком. Вот какой комментарий по уходу из стана сенаторов дал сам Тарасенко. «Не думаю о дедлайне обменов. Я думаю о завтрашней игре. Думаю о сегодняшних вещах. Знаете ли, если слишком сосредоточиться на прошлом и будущем, вы просто потеряете настоящее. Я могу иногда думать об этом, но в основном стараюсь отложить это и подготовиться к предстоящим играм». Тарасенко остается элитным снайпером по меркам НХЛ. И пусть в Рейнджерс форвард забивал нечасто, потенциал Владимира всем известен. Убойный бросок форварда никуда не делся. Владимира ждет все-таки важный, как я считаю, обмен в условную Каролину. Возраст еще позволяет получить чадый контракт на 2-3 сезона. Мы верим в Тарасенко и надеемся, что у него все получится. Что ж, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свое мнение в комментарии. Всем больше хоккея и до скорого! Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждаю.